Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Близнецы. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 января. Давайте узнаем, каково окончание месяца, первого месяца 2026 года. Позволим картам раскрыть последовательность тех событий, которые спешат на ваш порог или с которыми вы можете соприкоснуться в самой последней декаде месяца. Давайте с вами узнаем, что или кто спешит в вашу жизнь. И вначале у нас первая колода карт – это 78 дверей, метафорические карты. Просто достанем как три знака судьбы. Именно знаки, не задаем вопросы, какие сферы жизни для вас будут наиболее актуальны. Или, может быть, карты подскажут те темы, в которых вам доведется принимать важные решения. Первый знак, второй. Что там случится, что произойдет с 20 по 30 января. И с чем или с кем будут связаны эти события? Вот давайте мы достанем такую карту. Следующая карта неожиданности, с которыми вы можете столкнуться, или для вас это будет несколько неожиданно. И давайте узнаем, ваша фортуна, в чем вам везет, или что вам помогает, может быть и так, в чем ваш приоритет. И по основным сферам жизни, первая сфера – это у нас сфера любви, личной жизни, взаимоотношений. Что ждет близнецов с 20 по 30? Что ждет близнецов в сфере финансов до конца месяца? И что ждать, может быть и так, по вашим достижениям? Какие-то планы, договоренности, важные встречи или документы? Смотрим первый знак судьбы. Ну вот что-то мы ждем. Вы ждете, мои дорогие, вы ждем. И, в общем-то, тут надо брать инициативу в свои руки, либо вставать и уходить, либо как минимум прояснять, да, когда-нибудь эта дверь откроется, или, в принципе, вот, ну, мы как будто переждали уже, да, какой-то срок. И девушка, которая нам изображена на этой карте, ведь пришла когда-то, была уверена, откроется же эта дверь в конце концов. Присела на порог. Ну и вот и дверь заросла плющом, да и девушка уже состарилась. Понимаете, вот какой-то есть в вашей жизни пункт. Почему это? Что это у вас за ожидание такое? Может быть, конкретного человека ждете? Тут выбор нужно делать. Вот в чем заноза, да, будем говорить. Вот сложная карта именно в этой колоде, и она нам говорит о чем? Что вот выбор-то надо делать, понимаете, какое-то бездействие, оно явно вам не помогает, а выбор, безусловно, сложный. И явно он как-то увязан с историей прошлого. Именно художник изобразил монахиню, не кого-то другого. И мы понимаем, что когда человек принимает этот монашеский обет, постриг, это всегда предшествует какие-то сложные события в его жизни. Но и надо сказать, что женщина нам уже в возрасте изображена. Кто знает, может быть, она когда-то мечтала о теплом, уютном доме, о дружной семье, в которой много детского смеха и детей много, да? А вот вышло как-то по-другому. Жизнь сложилась иначе. Вот какие-то выводы вы сейчас, может быть, делаете между тем, чего бы вы хотели и чего вы достигли. Может быть, и анализируете где-то людей, да, но тут же неожиданность сама по себе. Вот в чем вопрос. Открыла монахиня дверь на плач младенца. То есть, понятно, она услышала, она не могла откликнуться. Вот так и вы на что-то вроде как откликнулись. Но вот теперь вы как на распутье. Что делать дальше? Понятно, что малыша она занесет домой, но либо она отдаст приемным родителям, либо она будет воспитывать сама его, пройдя какие-то множество препонов, ведь это все непросто. Вот какой-то такой сложный выбор вам предстоит. Может быть, это есть какая-то история уже, которая условно крутится в голове, но никак не решается. А вам самим надо принимать решение. Тут есть какая-то тема, которую именно вы можете только определить. Либо решить, либо решиться. Королева жезлов. Ну, может быть, это и человек, который рожден под знаком зодиака, стихии огня, Овен, Лев, Стрелец. И неважно, что у нас королева, это может быть кто угодно. Но она у нас, посмотрите, дверей закрытых нет, она в триумфальной арке. Это правильная работа с информацией, правильное распределение финансов. Вот как бы два.
таких основные пункта, когда мы можем просто как через архетип карты, как совет от карт, да, или как знак судьбы прочитать. Может быть, есть какая-то личная история, и для вас, мои дорогие девочки, это вы сами и ваше где-то благополучие, но и решение, и решимость. Ну вот тут надо что-то делать. Явно есть тема по тому вопросу, просто у каждого в своей сфере жизни. Может быть, это касается с учетом мечей, когда вам нужно брать и обязательства какие-то, подписывать документы, юридически что-то оформлять. С другой стороны, это может быть какая-то разочаровывающая ситуация. И если вы видите, что вы, ну, однозначной нет, то тогда вот какого-то среднего арифметического быть не должно. Понимаете, как только вы решили или решились на что-то, ваша жизнь, она более ясна, понятна, больше триумфа, так и хочется сказать. Но, видимо, разобраться все-таки вам с чем-то придется, не оставить на потом. И третий знак судьбы. Тройка пентаклей. Вы можете, кстати, что-то изучать, может быть, и по работе, какие-то курсы вам предлагают. Вам самим может быть интересна какая-то тема, у нас тут ремесленник показан. И часто по этой карте я говорю, что мы именно какое-то ремесло приобретаем, да, и нам это дает уверенность и очень такую надежную, когда мы можем в самую сложную минуту нашей жизни благодаря этому и зарабатывать, может быть, вторичный доход. Вот кто-то из вас продумывает дополнительный какой-то или даже сказала бы пассивный доход. Не совсем, конечно, по этой карте, но, может быть, дополнительные какие-то подработки. Тема финансов все-таки она у вас не на последнем месте, она у вас присутствует. Но это также, когда мы свои таланты раскрываем, когда мы команду свою, как бы единомышленников формируем, не совсем вот именно в этой колоде, но в других колодах это присутствует. Да, тема финансов и тема дома. Может быть, это кто-то ремонт дома делает, почему нет? Или наводит там порядок, доделывает, может быть, что-то. Но девятка пентаклей, вот смотрите, у кого-то вопросы личной жизни, да? Как будто дверей закрытых нет. Это вы сами открываете. Но вот задача. Ваше окружение. Кому вы доверяете? С кем вы готовы быть не ради, может быть, мимолетного увлечения, а что-то надежное. Вот и выбор, наверное, он тоже где-то соответствует какому-то основополагающему базису, хочется сказать. Потому что после этого должна какая-то новая точка отсчета пойти, это точно. И тут нужно, может быть, вам где-то уже хочется взамен вот разных таких ощущений, пережитых ситуаций, как раз этого спокойствия и уверенности. Но, видимо, пока в эту декаду многое зыбко. Если мы говорим о межличностных отношениях, это всегда желание двух. Если хочет один, так не получится, наверное, правда? Это взаимный энергообмен как минимум должен быть. Но если есть и третьи какие-то персоны, то тогда тут тоже ничего не получится. Вот вам какую-то задачу нужно решить. Но она, я вижу, одновременно может перекликаться еще и с финансовым положением, а у кого-то и буквально вопросы дома, семьи. Что это такое? Ну, все карты нам о решении. Вы можете узнать какую-то информацию, не исключаю, туз мечей, но в основном, я часто говорю, выход из лабиринта. Но этот выход от вашего решения зависит. Мы, может, так и загулять в этом лабиринте и потом сказать, да, надоело, вот одно и то же. Но, видимо, настало время, знаете, как точки над «и» расставить, принять вот что-то, да. Пусть это даже будет ответ со знаком «нет», как бы, да, как отрицательное что-то. Но тогда и жизнь все равно, она пойдет в другом русле. Но для вас-то вот именно нужно что-то прояснить. Ну, вот как-то не так уж легко и просто. Может быть, это и действительно касается вопрос какого-то документа. Но вот перекладывайте на себя. Что или кто спешит в вашу жизнь, с чем это связано? Но я могу сказать, тут вы какую-то многозадачность включились, или, может быть, и будут люди, которым вы или прежде помогали, или когда вы решали какие-то вопросы. Здесь вам может хотеться, когда хочется и новизны, хочется и драйва, хочется и, ну, знаете, как бы, чтобы в один момент что-то и решилось, и, ну, мы не очень утруждались, может быть, и хочется. Я больше связываю эту карту вот с предыдущими картами. Хотя ведь карта говорит, нет, тут сейчас время тебе совсем не для этого. Не для того, чтобы откликаться
на то, что тебя зацепило, заинтересовало в каком-то коротком моменте, или поступила какая-то информация, новость, а ты можешь, допустим, проучаствовать в чем-то. Ой, я могу. И уже все, мы куда-то летим. А потом начинаем думать, а вообще мне это зачем? Вот по этой карте семерка жезлов мы сохраняем себя сами. Но вокруг много людей, которые вас сбивают с настроек. А нужно что-то одно выбирать. Может быть и так. У кого-то сложные вопросы, много советчиков. А тут нужно самому или самой с чем-то определиться. Правда, вот все карты открыли, что, как знаете, вы подходите как к какому-то барьеру, как к шлагбауму. Шли-шли, вот дошли. И вот теперь вам нужно понимать, будете вы пытаться открывать этот, в принципе, шлагбаум, или вы скажете, что нет, дальше я не пойду, и как-то развернетесь и смените направление. Ну, у кого-то это будет касаться личной жизни, у кого-то и работы, потому что тут же где-то и финансовый эквивалент. Неожиданности. Да, я королева жезлов. Может быть, у кого-то и любовный треугольник, хотя, в общем, карты об этом не говорят, но мы все разные. В неожиданностях известие о какой-то, допустим, женщины, у мужчин, или какое-то важное ваше решение, неожиданное. Может быть, неожиданная реакция какого-то конкретного человека. И вы предполагали, что человек будет поступать, действовать одним образом, а он молчит, вот, к примеру, потому что молчание идет по этой карте. Как раз и отличают, королеву жезлов, то, что она умеет хранить тайны свои и чужие. Но если нужно, она паузу умеет выдерживать. Такую психологическую, может быть, паузу. А может быть, потому что в первую очередь даже, я бы сказала, у нее есть свои планы. И, с одной стороны, это бизнес-вумен. И для вас, мои дорогие девочки, неожиданности, которые могут касаться работы и прихода денег. Или откуда к вам приходят деньги. Может быть, где-то это ваши планы, может быть, и конкретный человек. Неважно, что у нас две королевы, мы просто смотрим как архетип, да, карты. Может быть, и есть человек, который, ну, вы бы очень хотели бы с ним какого-то продолжения. Но я не могу сказать, что продолжение по этой карте следует. Скорее всего, это вы можете озадачиться, а так ли уж мне это нужно? Но для вас, мои дорогие мужчины, это правда какое-то молчание, может быть. Ну, так несколько и неожиданно. Вообще, это, если касается именно какой-то женщины, то это та, которая или работает сама на себя, или которая увлечена каким-то делом, да. И вот, пожалуйста, у нас 13-й аркан — окончание. В неожиданностях окончание отношений. Ну, если мы говорим о любовном треугольнике, то здесь тоже может быть, как и ваше важное решение, окончательное, и решимость, когда, да, вот я точно знаю, я выбрал или выбрала, с кем же я готова продолжать эти отношения. Но может и какая-то внешняя обстановка, ведь это все-таки старший аркан, добавить некоторых неожиданностей, когда вы понимаете, вот для кого-то так проиграется, или сейчас, или никогда, или все закончится. Или я как будто бы теряю. Вот такой момент. И я тоже не исключаю. Здесь у нас, тем не менее, идет какая-то пара. И это в чем ваша фортуна. Есть возможность помириться, понимаете? Ведь карта 13-го старшего аркана — это карта смерти, да, мы говорим. Но я надеюсь, все правильно понимают, что это не про смерть, это об окончании и трансформации, перевода отношений на новый уровень. И я иногда привожу такие примеры, чтобы правильно быть понятой. Что такое вот 13-й аркан? Представьте, что вы хотите посадить зернышко в землю, и прежде чем вот этот малюсенький росток, который глубоко в центре зерна находится, прежде чем он сумеет пробиться к свету или выбраться из этого панциря. Так вот, панцирь должен быть разрушен, какие-то оковы должны спасть. Может быть, вот это и начинается с вашего решения. В конечном итоге уходит вот эта оболочка, которая долгое время, с одной стороны, вроде сохраняла маленький росток, но теперь она уже мешает двигаться к солнцу. У вас какой-то очень важный выбор. Причем он такой между
однозначным чем-то. Потому как или, может быть, вы соглашаетесь, и для кого-то это будут обязательства. Вот может быть и так. Сложный какой-то вопрос. И пусть это и даже не личный. Хотя, по сути дела, рядом два таких харизматика у нас, два человека, да, которые, ну, интересны, может быть, друг другу, но, тем не менее, что-то как-то не складывается. Никто не собирается уступать, кстати, по этим картам. Вот, может быть, и в этом какая-то загвоздка, задача. Или когда это рабочая пусть ситуация, даже по работе тут тоже, ну, если и использовать какую-то дипломатию, то все же присматриваться, а человек готов вкладываться или что человек, ну, каким эквивалентом может откликнуться в отношении вас. Да, пусть это, например, работодатель. Но вот как будто наступает все равно время идти вперед. Вот пусть это даже росток, да, а, завершается какой-то предыдущий период, когда вот этот панцирь или какое-то ограничение, оно давлело над вами. Но какой-то период нам все равно придется пробиться к солнцу, да, как тому ростку, пока он там через темную землю. И вам придется еще какой-то период пройти или совершить что-то, проделать, может быть, определиться, подписать, может быть, какие-то бумаги, взять на себя какую-то ответственность, потому что в первую очередь это мы берем ответственность за себя самих, безусловно, по 13-му аркану. Но это проходит именно какая-то трансформация. Трансформация через отношения или трансформация, может быть, через рабочую ситуацию. Давайте посмотрим, а что нам скажут любовь и личная жизнь. Королева кубков. Ну, может быть, и хочется как, да, спокойствия. Но я должна сказать, для тех, кто в паре, тут все хорошо. Может быть, и есть какое-то ожидание, не без этого, но это карта заботливого, любящего человека, того, кто вот именно готов и заботу дарить, причем иногда эта карта даже, как знаете, до самоотречения доходит. Ну, поэтому во всем нужна мера, правда? Но, тем не менее, для тех, кто в паре, те, кто в отношениях, тут может быть что-то очень доброе, что-то очень хорошее. Или, если нужно, пусть даже вы в сложных отношениях, по этой карте мы можем договориться, безусловно. Было бы желание. Но вот интересно, о чем нам еще хочет сказать эта карта? Но точку надо ставить все-таки, да, вот смотрите, тройка мечей. Все равно вот что-то должно завершаться. Помириться, если мы говорим, да, вот рассматриваем разную палитру отношений. Для тех, кто в сложных отношениях. Помириться можно, но тогда я больше вижу, что это вам нужно брать инициативу на себя, и вам где-то придется быть гибче. С одной стороны, вы уже были в какой-то минусовой ситуации, может быть, что-то отдаленно напоминает то, что было прежде, раньше, но вас-то уже в прошлом нет. И вот эта аффирмация, которую сделал человек, который, видимо, долгое время был на этом топчине, и мрачная такая комната, вот в каком-то мраке. Вот теперь наступает время, когда, вот как этот макет сердца, да, и 3 меча, как 3 жирных точки в прошлом, или над прошлым, правильнее сказать. Поэтому что-то должно меняться. Помириться можно, как я уже сказала, но, видимо, нужно быть готовым к этому. Может быть, и понимать, что и человек, как оппонент, да, настроен. Ну, а для тех, кто один или одна, может быть, завершить свое одиночество, кстати. Тоже об этом карта говорит. Сфера финансов что ждет? Ого, башня. Какие-то будут перемены, но мы где-то предполагаем, это даже планетарно, астрологически, что в течение 2026 года многие системы взаиморасчета будут меняться. Безусловно, цифровая эпоха нас заставляет и перестроиться тоже. Может быть, и вы какие-то, допустим, взаиморасчеты вы отрицали, или для вас это было непонятно, или вообще вы тут не очень заморачивались по части каких-то цифровизированных услуг или каких-то, может быть, и сервисов, да, а тут вам придется это буквально изучать. Вот, кстати, для кого-то, да, может быть, так получается. Деньги приходили одним путем, а вот тут одним путем не получается их получить. И теперь это уже что-то там меняется. Меняются законы, потому что башня. Меняются какие-то положения. Может быть, налоги меняются у кого-то. Почему нет? Потому что башня– это система. Вот тут система претерпевает изменения. А что это для вас?
А тут вам, может быть, и история связана, правда, с вашей семьей, с кем-то из близких. Или это связано с вашим творчеством. Может быть, даже дополнительный заработок по королеве Пентакли. Это та, которая, ну, и работает сама на себя, и ей свойственно творчество, вдохновение. Может быть, есть и основная работа, а есть и тот план, который вы хотите осуществить. Может быть, кстати, я такого не исключаю. Вы задумаетесь о помощи кому-то, может быть, близким, да, или кому-то, может быть, и из детей. Я такое тоже не исключаю, рыцарь кубков. А кто-то засобирается в дорогу. Вот в зависимости, наверное, у кого чего касается вопрос. В чем заминка, в чем пауза, в чем задержка и на что нужно решиться. Может быть, это вы будете как бы ускорить решение дела, пытаться именно через финансы какую-то тему закрыть. Может быть, это и действительно у кого-то налогов касается, но я тогда должна сказать, несмотря на то, что, мои дорогие близнецы, что-то вокруг меняется, да. Вроде как вот именно с этими переменами к вам приходят возможности. И ваш знак зодиака, очень сильная позиция, это, знаете, вы любопытны к миру. Не к соседу, нет, а именно к вот этим переменам. Вы умеете быстро перестроиться, без предвзятости, без каких-то догм. Вы, если нужно, вы эти шаблоны ломаете достаточно быстро. Вот я тут вижу, что тут по финансам тоже претерпевает ваша жизнь некоторые изменения. Может быть, это и будет с какими-то гарантийными обязательствами даже, которые вы взяли прежде. Вот почему нет. Но для кого-то, правда, уделить внимание финансам все-таки аркан башня я бы советовала, потому что и я тут вижу, и тема какая-то финансовая у вас может уже решиться хорошо. И ваши достижения. Ну вот да, тема финансовая должна решиться очень хорошо. Девятка пентаклей. Деньги есть, деньги будут, мы говорим. Может быть, это обучение какое-то потратить, как инвестиции в себя. Для кого-то из вас будет вопрос по части, может быть, и дома, кстати. Для кого это актуально. Это тоже как достижение, свершение. Ну, может быть, покупаете, продаете жилье, да? Или переезжаете куда-то. Все же пентакли выпадают, да, или финансы. Мы тоже где-то можем отнести и недвижимость, ну или пусть это движимое даже имущество, может быть, машина. Вот у кого-то из вас тут достижение именно как либо приобретение, может быть, планируемое, может быть, какая-то сумма денег, которая вам нужна. Но здесь вы чем-то остаетесь довольны, у вас все под контролем. Вот, может быть, вы все контролировали, но есть вот одна заноза, как я говорила, которой вот все хорошо, но вот одна заноза, и ее нужно решить. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние душевные комментарии. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Читайте мои публикации, ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.